Друзья, привет! С вами Фавионыч. Подготовительная работа небольшая по настройке системы. Заодно мы сегодня пропустили уже 2 недели трансляции, но сегодня будет тема итоги 2021 года Flickr. Flickr прислал статистику, и я поговорю о секретах успеха, о секретах Flickr и о том, что можно сделать для того, чтобы развиться как фотограф. Напишите в комментах, друзья. Я буду видеть вас на втором устройстве. Заодно сейчас проверю. Эксперименты мои с внешним звуком закончились. Я теперь использую только микрофон от замечательной камеры, которая сейчас работает. Ну и заодно посмотрим новое устройство. Я вам покажу, как оно работает. Так. Сейчас вроде нормально все со звуком. Ну, жду комментариев. В общем, комментарии открыты, поэтому пишите. Я буду смотреть. Заодно проверю сейчас экран рабочий. И заодно проверим, как работает экран с... Так, только экран. Мне нужно проверить еще здесь звук тоже, потому что бывает, что звука нет в этой части, и тогда получаются какие-то непонятные вещи. Мне нужно обязательно это проверить. Значит, смотрите. Flickr прислал уже отсчет по моей статистике за 2021 год. Мы о нем сейчас поговорим. Сейчас я еще раз проверю. Ну, вроде нормально все, да? Отлично. Хорошо. Я оставил два экрана. То есть экран, который я буду показывать вам, и экран второй, который, вот он, отметьте свой год на Flickr с хэштегом. Итак, давайте перейдем сразу же к этому разделу и поговорим, что же это такое MyFlickr E, так называемый. Да? Кто смотрит меня внимательно, знает, что я занимаюсь Flickr, знает, что это площадка для того, чтобы развиться, для того, чтобы стать известным фотографом, зарабатывать деньги. Что они пишут? Каждый год нас вдохновляют удивительные фотографии, истории, связи, которые люди делятся и строят на Flickr. Мы знаем, что и у многих из вас уже есть фотопроекты и цели на 2022 год. Но мы надеемся, что вы присоединитесь к нам и отметите свой вклад в развитие Flickr в 2021 году. С хэштегом MyFlickrE оно вернулось. Значит, указан стандарт, да, который можно отправить. Самая популярная фотография 2021 год. Ну, вот, например, здесь есть фотография Криса Данбренда. 2782 тысячи фейвов, 115 комментариев. Какой у меня Flickr год? Персонализированный ежегодный отчет, который Flickr отправляет по электронной почте членам сообщества, которые внесли свой вклад в общее сообщество Flickr за последний год. В этом году мой Flickr год посвящен некоторым захватывающим достижениям, таким как количество фотографий, которые вы загрузили в 2021 году, количество просмотров, полученные вашей учетной записью за год, ваша первая фотография и группа и многое другое. Участники Flickr Pro получат расширенную версию MyFlickr E. Это имеет отношение ко мне, потому что я на Flickr Pro сижу, объясняю, для чего это нужно. Который включает информацию о просмотрах, избранном подписках, о популярных группах, основных контактах, наиболее часто используемых тегах, наиболее отмеченных местоположений, изученных фотографий и других призированных похвалах. В зависимости от того, как вы используете Flickr. Многие из них статистика и похвалы, которые мы делимся с участниками впервые. Чем больше вы сделали для сообщества в 2021 году, тем больше информации вы увидите в своем отчете MyFlickr E. Для бесплатных участников тоже есть развлечение MyFlickr E. Кстати, напишите в комментариях, друзья, у кого не про подписка, какая у вас пришло письмо и что вы можете указать. Ну, здесь указано, что бесплатные участники, которые участвовали в общем сообществе Flickr в 2021 году, получат отчет MyFlickr E, в котором будет отмечена их самая популярная фотография года, а также количество лайков, полученных при станах в 2021 году. Если вы являетесь бесплатным участником, который хотел бы получить полный отчет MyFlickr E, мы предлагаем ограниченную по времени скидку для новых подписчиков в размере 20%. Ну, много, 20% это да, очень хорошо. Это если $70, 20%, это двадцатка, да, где-то. $15. Если вы перейдете на Flickr Pro до 8 февраля, друзья, мы обязательно отправим вам полную версию отчета, и вы сможете воспользоваться всеми другими преимуществами членства Pro, такими как отсутствие рекламы, просмотр неограниченных хранилищ, партнерские скидки, расширенная статистика и многое другое. Так, это не будет включать просмотры. Звездочка стоит так, как вы будете новичком в Pro, но вы увидите их в общей статистике учетной записи. Ну и дальше, где я могу получить MyFlickr E. Ну и, собственно говоря, могу ли я поделиться этими похвалами, с соцсетями, все дела.
Так, что же еще? Летисия Ранцера, которая участвует в создании всевозможных конкурсов, очень активный член сообщества и, собственно говоря, она инициатор многих конкурсов, всевозможных явлений. Значит, смотрите, что дальше. Прямой эфир у нас идет. Так, можно было, где мне переключать? Так, здесь. Вот он я здесь, Фавионыч. Фавионыч здесь сегодня отдыхает. Сегодня у меня греческая картинка. Сигма со мной. Недавно был, кстати, на интересном эфире, который проводил Илья Капустин по поводу кинематографии. И тема была метаверс, которым я записывал уже ролик моего зрения. Посмотрите, да, про это. Будущее фотографии, будущее фотографов. Что-то, кстати, как-то у меня в картинке не помещается. Камера, я непривычно, что она широкоугольная, эта камера. Надеюсь, не упадет таким образом картинка. Картина-картонка. Что еще? Давайте прервемся немножко. Народ набежит. Покажу вам еще суперкуб. Сегодня в качестве подсветки, естественно, туманная такая погода. Но я включил здесь фонарик, который показывал вам, да, насколько он яркий. Но вот сейчас он самая маленькая яркость стоит. Это так называемый куб. Вот такой уровень, вот такой уровень. Насколько камера вообще сможет настраивать яркость и четкость. Ну и совсем безумный, от которого у меня там глаза просто слепятся, да, ну вот такой, да. Очень яркая штуковина. Настоятельно рекомендую. Я записал небольшое видео про него, но мы с ним будем тестировать. И я думаю, что новый 22 год мы проведем с этим устройством, да, я его выключу. И здесь, кстати, есть еще вот такой режим интересный. Можно вспышку задавать. Ну, там, Сергей, если будет смотреть, вот здесь такие интервалы можно задавать разные. Ну и, соответственно, яркость тоже можно задавать. 3 Гц, 5 Гц. Можно дискотеку проводить, да? 7 Гц. И, кстати, плавно. С приложения она регулируется плавно. Есть хорошее приложение для этих целей как раз. Вот. И все это настраивается, да, ну, вплоть до 10 Гц, это уже стробоскопы, как говорится. Ну, давайте с этими стробоскопами поздравим Фавионыча с его успехом. Благодаря вам, конечно, этот канал развился, получил свое дальнейшее развитие, и я надеюсь, что успешным будет и в новом году. Так вот, давайте перейдем к самой статистике, которую мне прислали, я вам покажу ее, да, и заодно расскажу, что это такое. Так. Ну, вот так это выглядит у меня. Надеюсь, будет видно. Канал называется, вы знаете, кто меня смотрит, листовой фотографии. Аналогично по всем практически соцсетям, включая там те малоизвестные, вы сможете меня найти. Так, MyFlickr и возвращается. Сразу могу сказать, что этот гол был не то, что сильно напряженный во Фликере, но я не так упорно трудился во Фликере, как в предыдущие, особенно первый год, когда проводил в нем там чуть ли не по 8 часов в день. Здесь я уже записал множество видео за это время, они продвигаются сейчас активно сообществом, не только Фликера, других площадок, где те знания, которые я приобрел во Фликере, об его алгоритмах, о его секретах. И мы сегодня как раз об этом поговорим. Если вы напишите комментарии, какие-то конкретные вопросы по Фликеру, начиная от регистрации, хотя множество видео я записывал, как создать профиль, что нельзя делать, что можно делать. Вот с Павлом как раз сейчас эксперимент проводим, тоже интересный. Посмотрим, что получится у него. Ну, перейдем вот к статистике, которую прислали мне, да, с января 2021 года. 2 миллиона 216 тысяч просмотров, да, ну, достаточно большое число, могу сказать, что с учетом того, что за предыдущие годы у меня было 5,5, ну, сейчас уже перевалило за 7,5, считайте, где-то так, да, ну, 2,200 на фоне там 5, то есть, грубо говоря, за один год наблюдается некая геометрическая прогрессия, о чем я говорю, это благодаря, конечно, про-версии, потому что не такие уж большие деньги, $70 в год, но я могу сказать, для развития, для того, чтобы вы смогли свои фотографии продавать, может быть, за $70, а может быть и за большие суммы, да, то это имеет смысл сделать, потому что про-статистика, самое главное, что она дает, это понимание, кто вас смотрит и что интересно людям, что вы можете предложить им. Все остальное это вторично.
Ну и, конечно, неограниченный объем. Дальше. У меня указано здесь, что я существую во Фликере с 2017 года. Это на самом деле так и есть. То есть, ну, считайте, 5-й год пошел. Да? 5-й год. 5-й год. На самом деле я там существую с конца 2017 года, поэтому 17-й год практически я там не был. То есть 18-й, 19-й, 20-й, 21-й. 4 года. 4 года. Фото StreamView Pro. 5400 в ленте фотострим. Эта лента, она интересна тем, что ее можно во флюидеры посмотреть. Для тех людей, кто не зарегистрирован во Фликере вы не сможете посмотреть без прямых ссылок и без регистрации. Поэтому есть флюидер, о нем рассказывал, где можно через фотострим посмотреть мои работы. Ну вот, из 2 миллионов 5400 всего посмотрели. Так, дальше смотрим самые популярные фотографии. Эту статистику вы понимаете, что могут и предоставить Flickr всем, в том числе не про аккаунтам. И поэтому вот мою фотографию выбрали. Это первая работа, которую я так выложил не для конкурса, а в качестве такой презентации места сальдо, место, где я испытывал съемку арт-фотографий с дронов. Это моя была тематика с марта месяца, я это вынашивал. Ну и, соответственно, слава богу, всем, кто участвовал, кто помогал, чтобы эта поездка состоялась. Собственно говоря, их много очень людей, я о них рассказывал на моем канале. Ну вот в результате фотография была сделана 9 сентября, 11 сентября она попала, 10, не 11. Ну, короче, на следующий день после того, как мы уехали с Сальдо и попали в Каппадокию, хотел сказать, по Мукале, эта фотография уже зашла в Explore, и вот на сегодняшний момент она набрала больше 500 лайков, ну, что для моего канала, в котором там 1800 человек, это много достаточно. Поэтому понятно, что есть люди, у которых и больше. И Сергей, кстати, который тоже приверженец Фликера, он набирает больше гораздо, но он реже выкладывает фотографии. У него немножко другой алгоритм работает. Тем не менее, вот 117 комментариев на эту фотографию, и до сих пор она продвигается. Дальше коммуникации, да, это то, что вы делаете для Flickr и что Flickr делает для вас. Что здесь происходит? Первая цифра это 62 тысячи, почти 63 тысячи отметок нравится. Это то, что я сделал, отметил работы, 63 тысячи работ. Скажете, ну это сумасшествие, сидеть там 63 тысячи раз нажимать плюсик. Это не просто так, друзья, не просто нажимаю, это же вы просматриваете, что-то пишете. То есть вот справа видите, да, 4500 откомментировано. 4500, да, то есть комментариев. Это вопрос к Паулу, кстати. Занимается он этим или нет. Если вы не участвуете в жизни сообщества, ну, соответственно, наверное, скорее всего, вам Flickr не подходит. Наверное, скорее всего, вы не хотите расти, и у вас не стоит такая жесткая цель сделать фотографию частью большой своей жизни. 63 тысячи отметок. Ну, если вы поделите даже на 300 дней, то получится не так много, да. На 100 поделим сколько? 600 получается, 1200 в день примерно. Да, что-то многовато, да, получается, 1200 фейв. Я понял, это ошибка. 63 тысячи фейвов я получил. Это не я отметил. Это я получил 63 тысячи ответов, лайков. 63 тысячи лайков. Ну, слушайте, сумма большая. Действительно, если это посчитать самому делать, это получается по 1200 в день, это не сделать самому никак. Это надо вообще сидеть там, ничего не делать. Так, faves given, да, 13 тысяч. Принятые 63 тысячи, а отмеченные. В чем, кстати, разница? Напишите в комментариях, в чем отличие faves received, полученные, да, и fave given. Give дать. Это я отметил, 13 тысяч. Ну, тогда понятно. Если делить на 100, 138, по 200 в день, ну, в принципе, да, нормально. Так, дальше комменты мы говорили, полученные комментарии, принятые 4500, выданные 7400. Да, хорошо, большое действительно количество. Ну и дальше следующее, это 246 новых подписчиков для Flickr. Ну, много это или мало вы считаете сами, потому что у тех, у кого там меньше 100,
Вы знаете, что канал, когда лежит на плинтусе, очень сложно его развить, и первый год надо усиленно работать. Это в любой соцсети, хоть в Ютубе, хоть в Инстаграме, хоть в любой. Год вы должны активно пользоваться каждый день. Ну и здесь указано, что новые, те, которых я отметил, 83 человека. В этом году я уменьшил количество моих подписок, убрал те, кто не активные. Соответственно, у меня там было 3,5 тысячи, по-моему, уменьшил, и теперь у меня 1800. Одинаковое количество и тех, и других. Это нужно для баланса, я об этом рассказывал. Сергей, кстати, который здесь отмечен как лучший друг во Фликере. По какой причине? Я думаю, что это не связано с количеством комментариев, потому что у меня есть поклонники и комментаторы, которые пишут гораздо больше, чаще, чем Сергей. Но это отмечено в связи с тем, что Сергей, наверное, скорее всего, выделен как человек, который мной приглашен во Flickr, во-первых. Во-вторых, система это видит. Во-вторых, контакт you interacted with most. Самый интерактивный контакт. Да? Ну, понятно, что система определяет не только контакты через Flickr, я думаю, что через другие соцсети тоже. Ну, Сергея отметили. Сергей, кстати, зайдите на его страницу, обязательно посмотрите, что он делает. Этот жанр называется фотографии длинных экспозиций. Во всех сетях это есть, это очень популярно сейчас. Видов этого искусства очень множество. Но вот Сергей сейчас начинает потихоньку осваивать пленку. Прислал мне тут работу, фотографии, где множество правильных пленок куплено. Кстати, забыл, как это, синяя называется пленка кодаковская. Она чрезвычайно сейчас ценится всеми фотографами, даже топовыми фотографами, которые зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц, они эту пленку используют. Так что верным путем идете, товарищи. Второй, вот отмечен Ненад Сузневич, это человек, который, по-моему, в Словакии, в Словении, я все путаю. Он занимается в основном съемкой на пленку 6х6 и пленку 35 миллиметров. Делает черно-белые фотографии, в том числе сепии. Ну и здесь дополнительно еще указано, что один из лучших друзей, которого нету в Flickr Pro версии, это Сергей. Так что Сергей, ты дважды попал. Дуплет, можно сказать. Дальше Flickr говорит о том, что мои работы какие-то попали в галереи. Значит, и если за предыдущие годы у меня были такие галереи частные, отмеченные какими-то пользователями, то в этом году сам Flickr добавил несколько фотографий, которые, кстати, зашли в Explore, о чем мы поговорим попозже, в галерее топ-групп Flickr Social. То есть эта же группа, эта же социальная группа, она организовывала конкурсы, о которых я рассказывал в течение года. Там и макроконкурс был, и фотография landscape, и что там только не было, и стрит. Но практически во всех я участвовал, и почти все фотографии, которые там прошли, попадали в Explore. Самое интересное, что два Explore были с двумя фотографиями. Это нонсенс, такого не должно быть, но тем не менее мне удалось вот эту взломать код. Один из секретов, как взломать код максимального количества попаданий в ленту Explore, о которой я всегда говорю, что это 500 лучших фотографий со всего света каждый день. Ну и дальше вторая часть, здесь вот отмечена моя группа, у меня несколько групп. Но вот эта группа из всех, она в автоматическом режиме работает, я практически редко за ней слежу. Иногда посмотрю, там модерирую. Но эту группу я создал именно для тех, кто интересуется сепией. И вот такая фотография, хотя можно ее поменять, конечно, но я пока не меняю, потому что люди уже к ней привыкли, наверное. Туда добавляют люди регулярно фотографии. Ну и, собственно говоря, количество работ там увеличивается, количество людей, которые туда добавляют, тоже. Ну и что ж тут еще указано? Самая использованная камера, да, самая использованная камера Sigma DP3 Emeril, который столько копий сломано про эту камеру, но все про нее говорят. Тем не менее, вот указано, что она самая популярная. Ну, дальше координаты, где это находится. Ленинградская область, где больше всего я фотографирую. Район Юнталова. Ну и, собственно говоря, 3 тега. Да, о тегах я рассказывал, говорил, что они значат для фотографии, для фотографа. Первый тег лиственной фотографии, слитно большим словом, да, он не работал, по-моему, год, когда я начинал Flickr. Сейчас он работает и стоит на первом месте, потому что он у меня во многих соцсетях. Второй тег, который сейчас
именно в этом году запустился на полную катушку во всех соцсетях, включая Google, включая поисковые машины YouTube. Если сейчас набрать Favion, то раньше выходили там первые сотня только англоязычных ссылок. Сейчас даже на первой странице вы увидите мои ролики по запросу Favion. И третье, то, чем я занимаюсь, это жанр, который я отмечаю как fine art. Значений огромное количество, но и fine art landscape фотографии, fine art street фотографии, fine art, прочее, прочее. Это все fine art. Что еще? Указано, что за год 25 раз, то есть 25 случаев попадания меня в ленту Explore, хотя на самом деле фотографий там 27, но здесь не указано количество фотографий, а на самом деле их 27. По статистике можно посмотреть, и зайдя в мой альбом, вы эти фотографии можете увидеть. Ну вот первая работа, которая была в 2021 году, это вот поздравление с Новым годом, она снята на Favion. Кто-то, кстати, когда-то меня спросил снять гирлянду, но вот здесь вот гирлянда есть на Favion снята, они здесь светятся. Ну, она набрала 197 лайков и 57 комментариев. Давайте сейчас посмотрим, что же было в Эксплоре. Думаю, что, может быть, кому-то будет интересно посмотреть, что же было в моем Эксплоре. Надеюсь, что сейчас откроется моя страница. Мы посмотрим. У меня есть альбом. Сейчас мы откроем альбом Explore и заодно посмотрим. Ну, здесь, видите, на заставке идет как раз первая ссылка, то, что посетите вот этот блог. Альбомы вы можете создавать в неограниченном количестве практически, да, но вот у меня здесь очень много, 300, по-моему. Надо будет почистить, позаниматься, лишнее убрать, потому что не все могут понять, где что. Ну вот лента Explore. Давайте еще раз пройдемся по ней и посмотрим именно те работы, которые попали в Explore в этом году. Ну вот начиная с этой работы, вот, с вот этой елочки, с вот этим замечательным шариком ручной работы стеклянной, это был Explore, да. Ну вот вторая фотография, это наш поход с Павлом, я уже о нем рассказывал, посмотрите видео, кому интересно будет. Третья фотография, это сделано на огромной высоте, она сделана в 2013 году, по-моему, в 2015. Но я ее обработал только в 2021 году, и вот в разделе арт она попала тоже. Четвертая, это поездка в Москву, Урбан. Пятая, здесь в Питере, Стрит. Шестая, Colored. Седьмая, интересное у нас количество снега здесь было, такая метель, очень холодно, я снимал. Восьмая, здесь тоже был поход весной уже. Девятая, это работа, которую я снимал еще, по-моему, в 2020 году. Дерево это уже уничтожено, но вот память о нем осталась, некая карта такая, да. Что у нас дальше? Дальше у нас следующая работа. Эта работа я делал, когда снимал про цветущие ирисы. На обратном пути я сделал такой стрит. Там, кстати, хорошо набирает, 26 тысяч просмотров. Достаточно интересная работа. Это вообще уникальная работа. Я ее сделал в 2008 году. Считайте, уже прошло много-много лет, но до сих пор у меня очень интересное впечатление. Это снято на 717-ю Sony с Carl Zeiss вариосонаром, с настоящим. Такая камера, которая объектив движется отдельно от камеры, уникальная совершенно, 5 миллионов всего, но история ее, конечно, совершенно невероятная. Я там был один, снимал именно в это время, и вот нашел такую арку, которая меня заинтересовала тенью. Тень падала, как от камеры обскура, на большой камень. Это на самом деле не песок, это камень огромный. И вот я увидел, что это такая получается, как уменьшенная копия. Я зашел в эту часть, сделал свой автопортрет. Ну и потом дома, когда уже проявил, увидел, что здесь еще одна вот фигура. Видите, руки тоже, голова, тут все есть. Я пытался объяснить это с помощью каких-то отражений, но потом внимательно рассматривал все работы и не нашел объяснения, до сих пор не могу объяснить с обычной физической точки зрения, откуда это изображение, которое смотрит на меня. Более того, если даже предположить, что это я, на самом деле голова здесь не похожа на человеческую, да, поэтому такая конспирология такая, вот такая работа.
Следующая работа это из цикла селфи. Кстати, вот три работы, когда зашли у меня в этот конкурс в один день, вот вы можете посмотреть. Я здесь указываю даты. 24 июня вот она зашла в Explore. И, кстати, мы недавно проходили мимо этого здания, я 2 выпуска делал и как раз вот показывал вам, да. Обычно ничем не примечательное здание, можно сделать техники Color. Это, кстати, один из секретов, как попасть в Explore. Найти свой стиль, не похожий на других, что можно сделать во Flickr, увидев другие стили, новые стили, которых еще нету, да. То есть это Flickr дает возможность вам сделать, найти собственный неповторимый стиль. Ну и следующая работа, видите, тоже 24 июня. Но эта фотография на самом деле просто тест объектива. Мне нужно было определить, насколько широко работает на моей Sigma вот эта профессиональная насадка Sony с огромной линзой. Ну и вот я сделал, а потом по поводу Flickr я что-то подумал, что я вспомнил, что я в селфи практически свои не делаю никогда. Ну тут думаю, ну ладно, размещу эту фотографию. На всякий случай, может сработать. А сработали они на самом деле две. Дальше работа, которая тоже мы проходили мимо этого склада и офиса чистой линии. Интересная, конечно, работа. Я там на тот момент у меня уже дрон был, но я с собой его не брал, потому что почему? Потому что не получилось бы да, с собой его взять. Ну вот мы вчера как раз проходили мимо этого места, где снимали мой арт с экскаваторами, со снегом. Ну, в тот день было очень много облаков, и я искал точку, где бы не мешали всякие трубы, всякие столбы дурацкие. Ну, увидели, когда я ходил. Я нашел такое место и вот сделал такую работу, она попала в июле месяце. Дальше это фотография, Flickr отобрал в Explore, снятая на мою первую камеру с Konica Minolta G500. Маленькая компактная камера стоит. Я как раз записывал видео, что можно 10-долларовой камерой снимать и выпадать в Explore. И в качестве демонстрации вот замечательный у нас есть комплекс гостиницы Radisson Royal. Там была такая дверь и отражение света, и стояли такие чашечки в ресторане. И я, проходя снаружи, так думал, ну, Konica это может, она может этот рисунок, поскольку это CCD-камера. И вот у меня получилось так. Это кропнутое изображение, оно на самом деле больше в 2 раза. Но даже в кропнутом варианте Flickr посчитал ее интересным и попал в Explore в конце июля месяца. Следующая работа открывает практически серию удачных работ, попавших все-таки с дрона. То, к чему я шел, чтобы фотографии именно арта с дрона были новым направлением, которым сейчас уже не только я занимаюсь, уже общаясь с фотографами, я знаю многих, кто перешел на этот вариант в поиске не просто пейзажа, но какого-то серьезного арта. И какова моя была радость, что Flickr оценил это, увидел, люди откомментировали это все, да, хотя 40 комментариев, но 21 тысяча просмотров и почти 300 отметок, назвал ее «Вода». 9 августа она зашла. Что у нас дальше? 4 июля сделана была. 2019 года. Ну, на самом деле, очень интересная фотография со своей историей. Я про нее рассказывал. День независимости в Соединенных Штатах. Увидел такой знак на небе. Я это снимал фувионом. Можете посмотреть даже характеристики. Вот одна 1250 полностью открыта. Это все снято с рук, без всяких штативов. Я увидел этот на небе знак. Это был 19 год. То есть пандемия была. Разгром Конгресса были впереди, но уже 4 или 19 года этот знак был. Поэтому я поместил ее, у меня есть раздел Sign Art, знаки, в раздел Sky, и в Explorer она зашла, какого числа? На 26 августа. Следующая работа это из этой же серии воды, но цветная версия, полноразмерная, не обрезанная. Она тоже попала в Explore. Для меня это было очень необычно. Я решил все-таки открыть цветную версию и посмотреть, что будет. И увидел, что современные алгоритмы, это, кстати, вам еще один секрет, современные алгоритмы Flickr, привет, вместо Соло,
Пишите свои вопросы, кому-то интересно. Так, играет? Играет нормально. Все работает. Так вот, Flickr отобрал все-таки эту работу второй раз, повторно, при том, что они понимают, что это, скорее всего, ну, алгоритмы могут определить, что эта работа одна и та же, одна цветная, другая черно-белая. И случаев, когда одна и та же работа заходила в том варианте, в другом, это достаточно редко. О чем это говорит? О том, что все-таки алгоритмы оценивают необычное и отбирают совершенно новое. Я об этом постоянно говорю, что одним из ключевых секретов попадания в ленту Explore, Flickr, который вам дает мгновенный рост, и преодолеть эту планку 100 человек, так же как в YouTube у меня удалось только через несколько лет. Сейчас я нацеливаюсь на планку 1000, пока тяжеловато, но в принципе продвигается благодаря вам. Я надеюсь, что в этом году, в 2022, все получится. Так вот, преодолеть эту планку неизвестности, да, которую вот у Павла Марта, сколько уже, 2 года прошло, да, у него, по-моему, 60 человек. С одной стороны, нужно прислушиваться к моим советам, да, поскольку я понимаю, как алгоритмы работают. С другой стороны, если вы будете делать что-то великолепное, так же, как делает Павел Март, но при этом не комментируете, не участвуете в жизни, то, ну, соответственно, Flickr вас положит на плинтус и ничего не будет делать. Мы сейчас с Павлом переработали стратегию, он уже выкладывает фотографии в правильном формате, теги, описание, все об этом говорю. Ну, в общем, смотрите мои видео, там все рассказано, как делать, какие ошибки. Плейлист Flickr у меня есть, на YouTube откройте, посмотрите несколько роликов, и вы достаточно быстро пройдете этот путь, не будете тратить годы на то, чтобы искать, как эта система работает. Я для вас все это сделал, друзья. Так что подпишитесь обязательно на канал, чтобы не пропускать. Сегодня я некоторые секреты вам озвучиваю уже. Здесь я прорвал эти алгоритмы. Вторая фотография, только в цветном варианте. 20 тысяч она набрала, 150 отметили. Снята с моего замечательного дрона DJI R2S. Она выложена была у меня в высоком качестве, 16-битный TIFF, больше 100 мегабайт. Кстати, это можно сделать только в Pro-версии, в обычной версии такое разрешение вам просто, скорее всего, зарежут сразу. Так, ну, фотография года, да, обязательно ее отмечу сегодня, буду ее продвигать. Эта фотография я сделал 9 числа, когда первый день мы приехали. Я пошел и очарованный, пока там все это происходило с заселением. По-моему, я здесь, да, после заселения я сразу пошел снимать. Это была облачная погода, ветер был небольшой, но я долетел туда, все поснимал, сделал этот ракурс, хотя территория вот эта, она заповедная, туда не пускает, ну, знаете, Иванович как раз это преодолел. Эту работу, кстати, брали и в том числе сами турки в свои здания для интернет-продвижения. Ну, более качественная, более интересная работа потом вам покажу, которая меня до сих пор шокирует. Но, тем не менее, вот Flickr отметил это как лучшую работу года, потому что она действительно набрала 500 отметок фейвов, 15 тысяч. Здесь она у меня выведена на карте, да, можно посмотреть, где это снято. И, соответственно, на OpenMaps, которые могут любой человек посмотреть, при заходе на озеро Сальдо вы можете увидеть, где это снято. Ну и большое описание, более-менее приличное, из Википедии сделано. В 46 группах она у меня добавлена. Некоторые такие для продвижения группы, для молодых пользователей. Я рассказываю, как они работают. Посмотрите мои ролики. Что еще сказать? Ну и это вот 11 числа, когда мы уже приехали, 11, да, приехали с Сальды в Памукале. И вот я утром проснулся, меня пробудили воздушные шары, которые летели. Я быстро собрался, быстро взял дрон и побежал на машину, сесть, объехать их, чтобы снять еще несколько фотографий уникальных с воздушными шарами. Ну и на тот момент я открыл, посмотрел, что эта фотография уже попала в Explore. Дальше работу, которую я тоже считаю не случайным, хотя нашел я это место совершенно случайно, там не должен был оказаться. Нам не понравился этот пляж, но я увидел тут коридор и решил вернуться за камерой в машину. И вот с рук снял такой арт, из которого потом делал несколько вариантов. Вот в сентябре 12, когда мы уже, по-моему, приехали, да? Или нет? А, еще мы там были. Да, мы еще там были. И, собственно говоря, она зашла тоже в Explore. Ну, это некий арт, интересный, со смысловой нагрузкой и с интересной прорисовкой от Фавиона,
кто может Фавион, здесь можно увидеть. Это снято в переходе поселка Махмутлар, самое известное русскоязычное поселение около Алании. Здесь небольшое описание есть. Ну, в общем, фотография необычная. Фавион. Следующая работа, это работа, которую я сделал на Крите. Насколько я помню, это было сделано, так, загружено 16 сентября 2019 года. Но сделана она далеко давно. Она сделана, по-моему, 15 или 16 год. Так, интересно, можно посмотреть, когда она сделана. Из-за того, что она обработана, здесь нет у меня экскифа. Здесь у меня нет экскифа полного, да. Ну, по-моему, я ее делал, 3 года назад, 19, да, в 16 году я ее сделал. Это была поездка уникальная совершенно по сложной дороге, серпантин, в район, где самое большое количество археологических артефактов в Греции было найдено. Это район Закроса. Недалеко от этого места находится место, где Диана принцесса встречалась с принцем, да, уходили на яхте. Это район острова Куфаниси. И вот прямо напротив этого места, сбоку немножко находится Закрос. Там очень сильное течение. Закрос славен огромным количеством археологических находок. Мы как раз жили у человека, который занимается археологией. И я все-таки решил сюда поехать, заехал туда. Но по дороге я увидел, остановился и увидел вот это дерево. Я не смог не выйти и не сделать фотографию, потому что это действительно некое путешествие дерева. И ну, настолько интересный арт для меня, как бы все, что связано с деревьями, с человеком, это в первую очередь имеет значение. Я ее сделал в технике сепия, немножко обработал, ну вот, несмотря на то, что расстояние было очень большое, там больше километра, ну, разрешение сигмы Фавиона вполне хватило, чтобы это сделать, даже на крупный, по-моему, не крупный это вариант у меня здесь. И вот в этом году я ее на конкурсе, кстати, вот он указан, это был конкурс World Photographic Day Nature. В разделе Nature она зашла в Explore. Она, конечно, не выиграла этот конкурс, но она зашла, и в Explore ее опубликовали. Поэтому участвуйте в конкурсе. Конкурсы, кстати, один из таких самых простых способов, где человеку даже нет опыта, он может попасть и стать известным. И я пример привожу девушку, которая комментирует, сейчас уже меня, у нее немного подписчиков, но она в этом году выиграла лучшая работа года. Сейчас посмотрим, потому что она здесь недалеко есть. Живет она в Германии, у нее немного фотографий, но фотографии она любит птиц снимать, но не просто с близкого плана, а любит снимать их с расстояния. И вот недавно она выиграла конкурс «Лучшая фотография года 2021 года» с птицами. Сейчас найду. Подтормаживает немножко, потому что трансляция. Сейчас посмотрим, где там она есть. Я про нее рассказывал, очень приветливая, всегда пишет ответы, комментирует. Габриэль Винтер ее зовут. Откроем, сейчас посмотрим, что она делает, если вам интересно. Вот. Она снимает на цифровую камеру в основном, да, ну вот такие, это стрит-арт, полный настоящий стрит-арт. И вот эта работа, кстати, недавно понравилась. Диджитализация, да, такой интересный подход. Ну, видите, сразу стиль видно человека, что он есть. Причем, смотрите, Olympus E Mark I, то есть это не очень дорогая камера, не космических денег стоящая. Тем не менее, несмотря даже на то, что у нее немного пока подписчиков, но теперь она будет известным человеком. Ну, вот видите, 700 человек всего. А фотография, которая выиграла конкурс, да, фотография года, ну, птица, кстати, тоже. Сейчас покажу эту фотографию. Я ее показывал, но я думаю, что она заслуживает того, чтобы ее еще раз показать. Потому что она меня потрясла, эта фотография. И она сама удивилась, что ну, момент всегда не случайный. Вот одна из них, из этой серии, да, фотографий птицы. Тоже, кстати, на Олимпус снята. К чему я там вам рассказываю, все говорю? Потому что любой сможет продвинуться, любой сможет для себя открыть и пойти найти что-то. Не слушайте никогда окружение, не слушайте никого, занимайтесь тем, что вы чувствуете, ваша душа хочет, и все получится. Так, сейчас я найду эту работу, она чуть дальше, по-моему. Сейчас мы найдем ее.
Не заснули там еще, нет? Так, где? 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 Так, можно сделать по-другому. Можно сделать альбомы открыть, если вы не можете найти. И есть, кстати, во Flickr поиск. По поиску, кстати, тоже очень легко находить. Можно посмотреть в Explorer. Видите, первый альбом Explorer грамотно сделан. Вот эта работа. Самое интересное, что на момент, когда она попала в Explorer и стала лучшей работой, вот это число просмотров, вы не поверите, какое было. Там было, по-моему, меньше 1000 просмотров. Я записывал сразу ролик, можете откатать, посмотреть мой ролик, когда я говорил о фотографиях года. И я ее поздравлял. А можно, кстати, даже проследить. Смотрите, сейчас 3,5 миллиона просмотров этой работы. Да? Понятно, что она уже вышла за рамки Flickr, она уже генерируется на других площадках. Уже 1000 фейвов во Flickr в самом, да, и 220 комментариев. Но вот в качестве интереса, да, 1000, наверное, вряд ли мы отмотаем, да, 5 дней назад. Надо будет очень много мотать, но мой тут комментарий есть, причем, по-моему, я отмечал ее практически сразу. Не уверен, что она даже в этот день смотрела трансляцию, когда это было, да. Но, тем не менее, видите, вот попадание в конкурс, попадание в большой конкурс дает вам 3,5 миллиона просмотров одной фотографии. Для примера могу сказать, что если вы находитесь достаточно давно во Flickr, если вы даже имеете там много тысяч подписчиков, то для того, чтобы пересечь планку миллион, это нужно много-много лет. У меня сейчас самая популярная тоже волшебная фотография, которая продвигается без Explorer до сих пор. Сейчас я покажу вам ее, друзья. У нее больше 45 тысяч просмотров у этой работы. Я потом, конечно, понимал, почему это может быть. Давайте так сделаем. Вот, откроем About. Есть раздел во Flickr, куда вы можете поместить свои лучшие работы, да, выбрать, отфильтровать их. Вот в эту часть, я сейчас ее изменю, она у меня вот таким вот образом отобрана, да, то есть вот здесь вот такие работы есть. Вот это, кстати, работа тоже интересная. Мы сейчас перейдем. Ну и дальше самое популярное. Вот видите, это 20-й год конец, это вот 21-й, 21-й, 21-й. Но если вы откроете в разделе про статистику, а глубокая статистика открывается, если вы на про аккаунте, тогда увидите вот такую картинку. Значит, вы увидите вот 7,5 миллионов общих просмотров, фотострим 26 тысяч открытых фотографий, да, их на самом деле больше. Суммарно больше 7,5. Ну вот сегодняшний день, да, вот мы можем посмотреть, 990 фотографий. Дальше с левой стороны идет, я уже об этом говорил, это в этот день, да, то, что у нас на сегодня просмотры, откуда можно сортировать по лайкам, по тому. И вот видите, на 4-м месте сегодня опять эта работа. Вот топ, который за все время. Его можно сортировать по количеству просмотров, да, и здесь вот на 1-м месте вот эта работа, которую я сделал тоже на Крите, это колени Одиссея, совершенно уникальнейшее место, 45 тысяч просмотров, да. У нее очень большое описание связано с самим этим местом, да, с историей, со ссылкой в Инстаграм, ну и здесь много тегов, очень много, в том числе и греческие теги. Вот я ее, по-моему, в 2015 году сделал, выложил я ее, не помню когда, ну давно, как только фликером стал заниматься. И вот она вот в таком виде. Так вот, вторая фотография, вот эта, которая сегодня, видите, на 4-м месте, эта работа я назвал V1. Она тоже в этом же месте сделана, но с нижней точки. Здесь, если внимательно посмотреть, в чем интерес, да, вот здесь человек, это ее размеры. Вот эта стена, на самом деле, совершенно для меня загадка, потому что она как, вот если отсюда снимать, она как зеркало ровное. То есть и много всяких легенд. Там, кстати, во время Великой Отечественной войны фашисты здесь делали бункера, защищали, как бы обстреливали корабли. Там есть скрытые проходы всякие. Но интересно тем, что внизу там находится пляж. Пляж, причем сразу идет нудистский, вот этой части, а дальше идет обычный. Ну вот наверх на самый можно забраться. Я вокруг тут ходил и забрался наверх. И вот человек смотрит, видите, какие размеры скалы. У меня есть еще работа, где она сбоку снята, эта же часть, где можно оценить именно ее поверхность. Кстати, если вам интересно, давайте ну, это сделаем, да, если вам интересно. Если не интересно, скажите, нет, я не хочу. Давайте я вам покажу просто, раз уж мы про это говорим.
Так, а что он, кстати, не открывает не саму фотографию? Вот так вот. Я вам просто хочу показать, насколько это место, как оно выглядит. Так, оно у меня, вот он, Крит 15-й год, почему-то. Может, оно в 15-м сделано, не помню, в 16-м. У меня здесь есть где-то фотография, где я снимал это место с торца. Так, так. Вот, смотрите, друзья. Это издалека снято. Сейчас найду поближе. У меня, по-моему, было где-то. Да, наверное, так сложно будет найти. Хотя, в принципе, теоретически можно это сделать по поиску. Там набрать, например, Крит по-английски, да. И у вас выскочит сразу в первую очередь так, те работы, которые в вас, потом войдут все остальные. Вот смотрите, видите, здесь попадаются сразу мои работы, а потом дальше идут уже чужие. И вот из этих 255, если у меня стояло где-то слово, даже не тег, про Крит, эта фотография здесь непременно будет. И вот, кстати, сейчас попробуем найти ее. Сейчас я хочу вам просто показать ее. Она, кстати, у меня, по-моему, была даже в черно-белой версии сделана, насколько я помню. Вот, кстати, в другую сторону, если посмотреть с этой же точки, с верхней, да, то вы видите вот этот пляж Плакиас, куда мы ездили несколько недель, по-моему, там жили, уже последний раз, когда. И вот здесь машина, которая на высоте, здесь метров 300 высота. Она туда заехала, но обратно уже не переехала. Кстати, эту фотографию тоже 25 тысяч просмотров. И она, по-моему, у меня в 88 группах, да. Ну, в общем, она не так сильно продвигается, но фотография тоже интересная. Так, что я сделал? Что-то я сделал. Так, сейчас я хотел показать. Ну, если найдем. Сейчас, если не найдем, то тогда не получится показать именно то, что эта стена абсолютно гладкая. У меня есть просто фотография, где я со самой стены это сделал, потому что люди не верили, что да, действительно она у меня где-то в другом отделе. Надо смотреть, наверное, в разделе или альбомов черно-белых, или у меня есть такой альбом, куда я помещаю не вошедшие, да, как раз вчера обсуждали эту тему. Если фотография не вписывается ни в какую коллекцию, куда я помещать? Но помещать, конечно, в отдельную коллекцию, собственную, да, называть и делать одну коллекцию с одной работой. У меня так есть раздел такой Limit Exposure, то есть ограниченная экспозиция, то есть я не знаю, куда это поместить фотографию. Это имеет отношение к искусству, к файн-арту, поэтому я выделил вот такой. Так, попробуем сейчас ее здесь найти. Может, она здесь. Поэтому сортировка и делание альбомов – это необходимая вещь для того, чтобы что-то найти. Вот, например, видите, мы не можем ее найти. Где она есть, эта работа? Сейчас посмотрим. Есть еще альбом черно-белый, может быть, она в черно-белых, а может быть, кстати, в сепии. Потому что в сепии я делал много. Интересно, так, сейчас посмотрим сепия. Где у меня сепия? Ну да, заодно посмотрите в сепии, да, кому интересно, что это такое. Ну, я еще 2 года назад, когда начал продвигать сепию, что это будет тренд, он, в принципе, уже тренд, и сейчас набирает все равно обороты, никуда он не девается. Здесь разные оттенки сепии. Заодно посмотрим, может, здесь это есть работа. Так. Не факт, что... Ну, заодно, может быть, вам что-то понравится здесь. Напишите комментарий, поговорим о конкретных каких-то шагах, что сделать первое во фликере, или наоборот, что вы уже во фликере, но у вас что-то не получается, я вам непременно помогу, друзья. Даже не сомневайтесь. Потому что я знаю, что в русскоязычном сообществе по фликеру практически информации нет. В то время, когда я заходил, вообще ничего не было. Ну, сейчас более-менее что-то появляется, но благодаря мне, я думаю, что все стало намного интереснее, намного проще. Пример, кстати, Сергея Хоста об этом говорит, что человек меньше чем за год набрал 1200 подписчиков, и уже у него фотографии, которые имеют больше 1000 лайков, у меня ни одной фотографии такого нет. Это говорит о том, что мы действуем в правильном направлении, и все получится. Так, не получилось у меня найти. Ну, давайте о чем-то другом. Да, мы
хотели поговорить же с вами о вот этом дальше обсуждении работ в Explorer, да. Какие же еще секреты, да, кроме того, что вы делаете что-то. Давайте я с вами посижу, поболтаю друг на друга, поговорим без всяких экранов. Тема Flickr, секрет успеха. В чем секрет успеха? Секрет на самом деле внутри вас. Как ни странно, но это так. Секрет заключается в том, что вы должны поверить в себя, первое. И несмотря на то, что вам будут говорить, видите, Греция даже заглянула. Греция заглянула в дисплей наш, да? Эта картинка, кстати, это картина, сделана японцем Нариёши Сакагучи. Я не помню, с какого журнала я ее вырезал, но, по-моему, это имело отношение к аудиотехнике. И вот мне каким-то образом попала вот такая штука, я ее вырезал, картинку, и вот здесь нарисован. Ну, это Греция явно, друзья. Там было написано, что это Греция. Так вот, друзья, кроме того, что вам нужно иметь камеру, не обязательно это должен быть Фавион, да, о котором сейчас Фавионыч на своем канале рассказывает. Не обязательно иметь какие-то серьезные аксессуары, специальные фильтры, хотя это тоже важно, но все фотографы говорят о том, что в первую очередь нужно иметь желание. Все остальное приложится. Понятно, что вопросов, когда вы начинаете что-то новое, так же, как сейчас новый проект, в который я участвую, для меня там, ну просто вот как я вчера говорил в видео, что забор, вот, за забором есть что-то новое, абсолютно новое, куда вот вы переедете, вы попадаете в другой мир. То же самое и у вас бывают такие впечатления, что вы идете в новое, неизвестное, да, ну где искать информацию? Вы начинаете рыть в интернете все это, да, смотреть, кто что говорит, кому-то верите, кому-то нет, но вы собираете информацию, и в чем ошибка? Ошибка в том, что вы начинаете загружать в себя много лишнего мусора, о котором, кстати, в фильме простыми словами сказано в 12.12, да, когда вот человек там, монах сидит и объясняет ученику, наполняет ему чашку полностью, что вот чашка вылилась, все. Как вы можете получить правильное понимание своего, то, что вы хотите, и обрести как бы свободу, устойчивое восприятие и счастье, и понимание, и осознание, если вас переполняет вот этот мусор цифровой. Цифровой аналоговый, без разницы, как он называется. По Бому, кстати, математику, одному из основателей квантовой физики, он всегда говорил, что цифры это тот же аналог, только частоты выше. И он абсолютно прав. Поэтому все эти диалектические приемы, цифра, аналог, все это ерунда. Важен результат, важно ваше ощущение в первую очередь. Получаете вы от этого кайф, да? Как вот многие фотографы говорят, я получаю кайф, поэтому мне этим нравится заниматься. Если вы будете это передавать, транслировать через свои каналы, да, я имею в виду не только каналы там, Ютуба, а транслировать это людям, люди это почувствуют, потянутся и будет все хорошо. Поначалу он будет лайкать вас, а потом будут вам платить деньги. Я уверен, что так и произойдет. Поэтому, друзья, не понял Ингрид Стрельцов, что такое ВОМ ЕРД. Не знаю, что такое. Может быть, что-то это значит, какой-то знак, сигнал. Но, тем не менее, кто будет смотреть видео в записи, и кто скажет, что Фавион здесь слишком много разного разговорил, а ценной информации здесь ноль, ну, наверное, скорее всего, вы не умеете слушать. Я так скажу. На самом деле здесь надо слушать, надо внимать, и не всегда мне удается донести обычными способами информацию. Я стараюсь прибегнуть к такому приему, как передача цветка, есть такой способ. Поэтому кто почувствовал это, я думаю, что найдет ответы, потому что самое главное уметь задавать вопросы. Что же дальше? Что же дальше? А дальше, друзья, могу вам сказать, что я счастлив за тех людей, которые в 2022 году появились во Flickr. Почему? Потому что они пришли на готовую систему, которая уже сама заботится о пользователе. 4 года назад было совершенно все по-другому. Просто для того, чтобы попасть во Flickr, вот задумайтесь, друзья, просто для того, чтобы попасть, вам нужна была секретная запись в почте Yahoo.com.
Без этой почты вы не могли в принципе попасть туда. Если у вас там Mail.ru, Яндекс.ру, даже Google.com, в котором у меня была почта на тот момент, этого было недостаточно. Пока вы не сделаете почту в Yahoo, а это тоже было танцы с бубнами, вы никаким образом не смогли сделать страницу во Flickr. Поэтому это была совсем другая история. Абсолютно. Explorer был абсолютно нерегулируемый. Туда попадал весь хлам, который мог... Даже представить себе невозможно, что это такое было. Это кроме второй реальности, которая была половину там, да, в ленте Explorer. Explorer был настолько зашумлен всяким говном, можно сказать. Какие-то тексты там попадали. Чего там только не было. Никаких циклов Explorer не было. Ни 16-22 дня вообще никто о них не знал. То есть отбиралось это все не пойми как, работало все это ужасно. Но, друзья, я застал еще время, когда не было ограничения по количеству фотографий. Когда про аккаунт ввели гораздо позже. И в 2019 году, когда я уже подписался на про аккаунт, потому что понял, что действительно надо что-то делать, по прошествии года, да, чуть больше, я все-таки на это решился и сразу же пошел быстрый рост. Посмотрите мои видео, у меня есть там видео в плейлисте, где я рассказываю, как у меня было сначала 600 тысяч. А, кстати, если интересно, я вам даже покажу часть фотографий отсюда. У меня есть, сохранились в моих альбомах. Я когда-то их много добавлял, этих последовательных шагов, чтобы потом зафиксировать вместе с вами наше путешествие по Фликеру. И вот у меня здесь есть раздел «История Фликера». Сейчас посмотрим. Это у меня есть. Так. И по Инстаграму даже, видите, есть тут. Сейчас найдем. Можно, конечно, было вбить просто Flickr History. Такой альбом. Значит, это в первом. Значит, я пропустил уже своими глазами. Так, ну давайте посмотрим еще раз. Так, 130, история, 80-е. Ну, кстати, был вот конкурс «Фотовок», это онлайн-конкурс, когда вы выходите в разных частях света, люди выходили на улицу с камерами, и потом это выкладывали. Сейчас эта тема заглохла, но я думаю, что, может быть, она заглохла, кстати, как только объявили пандемию. Я так раз от Питера заявился, от России, да, это был первый, по-моему, где я участвовал, но отменили из-за пандемии в апреле месяце, хотя подготовка мною вся была сделана. И, кстати, горжусь, что в этом участвовал в проекте. Так. Вот она. Смотрите. Думаю, что вам понравится. Значит, смотрите, у меня тут смена 8. Вот первая фотография, которую я сделал, история фотографий. Значит, вот если ее внимательно увеличить, можно посмотреть. 19 января я сделал себе про аккаунт. Значит, 600 тысяч просмотров. Это уже больше года прошло. У меня было 600 тысяч просмотров. 3,5 тысячи фотографий, но из них понятно, что открыто было меньше. Да? 390 уже альбомов было, 8 галерей уже попало. Ну вот средний, видите, просмотр 1600 в день было. Да? Хотя здесь, видите, пики есть. Уже тогда были пики, где у меня фотография набирала порядка 20 тысяч просмотров. Но это Explore. Причем, видите, они могли рядом быть. Это не Explore, он там через 3 дня. И он такую же суть. То есть это была нерегулируемая такая система. И можно было, конечно, очень быстро взлететь. Вот, кстати, видите, у меня здесь даже можно посмотреть. 566 подписчиков. У меня еще тогда была поддержка. Я держал сайт на SmagMag. Сейчас я его бросил. Не занимаюсь, да. Но канал уже к тому времени был. 23 января я делал запись. 1200 я был подписан, да, ну и 566 всего было подписчиков за год. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, история вообще фиксируйте свои достижения на бумаге особенно. Я думаю, что все будет гораздо интереснее. Вот, кстати, второй слайд, да. Здесь можно посмотреть 1 100 000.
То есть, понимаете, да, то есть в январе я только стал, и 22 февраля, практически через месяц, я получаю удвоение количества просмотров. То есть было 600 за год целый, а тут за месяц столько же. Представляете, да, какая динамика? При том, что добавленных фотографий там немного, ну как немного, на 1000 я, наверное, добавил, да. Зато смотрите, что произошло. Почему я отметил этот слайд. Вот средний просмотр, у меня бегает, тут прыгает, да. Видите, тут есть там и 10 тысяч, и 15 тысяч, и 30 тысяч вот здесь. А вот здесь смотрите, что происходит. Здесь 40 тысяч за день. Знаете, какая динамика, да? А дальше смотрите, это вот бах, 120 тысяч просмотров. 120 тысяч в один день. Сейчас это вообще совершенно невероятно даже для людей, у которых там десятки тысяч просмотров, десятки тысяч подписчиков, они 120 тысяч в день никаким образом. Тогда были сбои, и тогда Flickr мог выкинуть вас в открытый незажатый доступ, и вы получали доступ ко всей аудитории. А аудитория на самом деле тех людей, которые в Explorer, да, там порядка 100 тысяч. 120 тысяч я набрал в тот день. И я как раз, вот видите, 1 100 000 через месяц. Вот такие были казусы Кукорского. Я это все фиксировал, и мне было интересно потом наблюдать, что же это такое, сбой или не сбой. Ну, как подтвердили потом это сбой, но эти все количества, они зафиксировались, потому что эта фотография не просто генерировалась, она показывалась этим людям, люди нажимали на кнопочку. Дальше у меня будут тут логотипы выставлены, которые у меня старый логотип. Что у меня тут в этой папке «История Фликера», где я уже какие-то эксперименты начал делать. Ну вот, кстати, первая фотография моя во Flickr. Кстати, если вам интересно, я про нее рассказывал, да, это самая первая работа, которую разместил во Flickr. Сделано это было 26 сентября 2017 года. Я, кстати, сейчас до сих пор продвигаю, вот с конца декабря, с начала декабря прошлого года. Почему-то опять Flickr ее положил в свою галерею и, соответственно, ее продвигает опять. Хотя она у меня очень долго висела, там никого не было. 81 группа сейчас, да, интересно. Да. Ну вот она, кстати, размещена, она вот указана. 85 фотографий там всего, и она разместилась в галерее геометрии фотографий. Можно посмотреть, что тут есть. Галерея курируется самим Flickr, то есть это отобрано самим Flickr. Вы видите, что здесь 85 всего работ, 2500 просмотров, 38 комментариев. Ну, могу сказать, что, наверное, это, можно сказать, спасибо Flickr и почетно. Среди 85 фотографий в этой галерее видеть себя здесь. Соседство достаточно приятное. При том, что многих людей я здесь знаю, которые известны, да. Ну, по какой-то причине, видите, моя работа все-таки здесь появилась. Ну, смотрите, какие отличные здесь вещи. Вот оно здесь. Галереи, кстати, на самом деле дают больше, чем Explorer. Особенно галереи, курируемые самим Flickr, например, да, дает вам... Эта галерея никуда не уничтожается, поэтому я не сомневаюсь, что эта фотография со временем, да, если ее начали опять продвигать, и если она была добавлена относительно недавно, в этом году, если она не будет сброшена, эта фотография, то она наберет множество подписчиков. Ну, много просмотров. Это что касается галерей, да, это тоже один из секретов Flickr. Ну, про описание говорил, про теги я тоже говорил, про геолокацию отдельно даже видео у меня записано было очень-очень давно, там больше 3 лет, наверное. По поводу Xhif полного я тоже говорил, и Павлу, кстати, была большая ошибка людей, которые не используют Xhif, не открывают свой Xhif. Это могут себе позволить сделать люди, у которых уже 1000 подписчиков, которые, выкладывая работу, их уже будут сразу же узнавать. Ну, я не могу себя отнести к самому топу, но могу сказать, что меня знают во Flickr, многие знают, и многие известные фотографы. На других площадках мы пересекаемся, они комментируют что-то. Ну, чтобы там не соврать вам, ну, давайте откроем сообщения, которые мне сегодня пришли. Только что сейчас мы в эфире с вами, да, ну, там сейчас приходят. Ну вот, это буквально я вчера разместил. Фотография сделана в конце 2021 года. Это как раз то место, где я
посадил свой дрон вот на это дерево, потом с 10 метров сюда на рюкзак он падал у меня, чтобы не разбиться об лед. Я ее разместил, снял ее 28 числа, разместил я ее, по-моему, вчера. Вот смотрите, 335 просмотров, из них 102 фейла. Один из секретов глобального продвижения во Flickr является то, что вот это число, если оно 10% у вас, то это хорошо. Если 20, это супер. Если 30, как сейчас, да, понятно, что оно уменьшится, то это вообще просто великолепно, и это ненормально. То есть фотография заслуживает пристального внимания. То есть 30% людей, которые просто ее видели, даже в ленте где-то, они отметили, сразу поставили галочку, что им понравилось. При том, что, смотрите, название ГМ, ну, Good Morning, восклицательный знак, множество комментариев. В основном ее сразу же добавили в одну группу. Комментариев, кстати, немного. 8 комментариев всего. Множество, говорю, обманул. Всего в одной группе. Она даже не добавлена мною в альбом. То есть ее даже нету в альбоме. Если не добавлял, можем сейчас ее добавить. Выбрать там, не знаю, альбом там, ну, диджаевский, например. Давайте в диджай ее поместим сюда. Она теперь здесь будет. Так, какие листья, вы что? Какие листья? Никаких листьев. Здесь листьев нет. Здесь лед и снег. В листья она мне добавляет. Ну, я не люблю, честно говоря, я с планшета все делаю, вы знаете, что уже с 16-го года работаю на планшете, но сегодня, видите, трансляция мне... Я, кстати, мог сегодня трансляцию с iPad сделать, но я все-таки решил показать вот эту камеру через компьютер, ну и заодно вот эта многооконная графика сейчас только в EBS доступна для только компьютера. Для планшетов я таких программ пока не знаю. Ну, со временем понятно, что они появятся, а с учетом того, что мы идем в метаверс верными шагами, думаю, что мы с вами будем там встречаться. Может быть, даже в этом году, я не сомневаюсь, что мы будем встречаться в моей галерее в метаверсе. Я надеюсь, что это произойдет. Во всяком случае, делаю все для этого. Так, ну что еще показать вам? Ну давайте посмотрим мои работы, которые сейчас я в 2022 году начал выкладывать. Так, фотострим не будем. Ну давайте посмотрим. Так, что у меня тут с 22 года? Ну, 22 год вот эта работа, хотя 21. Вот это в 22 году я уже сделал. Да, когда у меня тут Frozen названо. А, да, я даже не назвал еще так. Вообще, смотрите, нету ни Xhif, то есть она из фотошопа сделана, ни названия нет, ничего. В две группы уже ее добавили, Breathtaking, причем попросили, и Colorblind, без цветов. Смотрите, 460 просмотров, 78 отметили. Очень хорошая статистика для отсутствующего Xhif, без названия. Ну, вот, может, название Frozen. На русский пишу. На русский пишу. Как по-нерусски говорю. Frozen. Сохраним. На карту можем добавить. Ну Xhif все-таки маленький есть, видите, DPI 772 DPI, то есть это все-таки, я ее записывал в хорошем разрешении, ну, можно теги добавить. У нас, видите, интерактив такой. Ну, меня спрашивают, я не знаю английский, я там, вас что, в Гугле забанили, друзья? Google переводчик открываете вот здесь, вот Google переводчик, вот, или Яндекс переводчик, и пишите все, что вам хотите, там, не знаю, там, ветка, ой, извините. Да, это время занимает, но если вы хотите без труда не вырастешь, что там, рыбку, да, не вытащишь рыбку из пруда. Ветка, пожалуйста, бранч. Не знаете, хотите на русском? Ну, делайте на русском. Какие проблемы-то? Делайте все на русском. Ну, тогда будет у вас русская аудитория, во-первых. Во-вторых, русская аудитория во Фликере – это отдельный разговор, да? Во-вторых, ну, она в 1000 раз меньше, я вам точно могу сказать, чем вся остальная.
Ну, свое. Black and BMW, например. Black. White. Можно вот так делать, если вы хотите, чтобы русскоязычные сайты, русскоязычные. А сейчас вы знаете, что это уже общие сервера. Flickr использует сервера Amazon, поэтому многие другие крупные соцсети тоже их используют, поэтому уже перекрестные ссылки есть внутри этой системы, поэтому в глубокой статистике вы можете посмотреть сейчас откуда. Да? Ну давайте, раз уж я эту тему открыл, покажу вам, да, зачем нужна Flickr Pro. Открываем глубокую статистику. И вот здесь внизу вы видите общее количество фотографий. Но это не значит, что они все открыты, да? Открытые 31 тысяча, в альбомах 5000, в группах 2000, с тегами 3600, геотеги, просмотрен дальше. А вот с этой части вы попадаете в глубокую статистику. Здесь можно открыть все, и будет гигантское количество тогда информации. Но первое, что вы можете вот на сегодняшний день смотреть. Сегодня у меня, ну, утро началось, в 7 часов утра обновляется Flickr. Вот сейчас 1000 просмотров, да? Вот они с левой стороны, те фотографии, которые сегодня, вот на данный момент, смотрят люди. И здесь мы видим 1000 человек, 1000 просмотров с Flickr самого. Ну, здесь видите всего сколько? 1023. Из них по поиску, то есть человек, который забивал в Гугле, там еще в других местах, не только во Flickr, да, просто забивал Courage Small House, Horse. Причем тут лошадь. Ну, забивал он лошадь, и почему-то он перешел на мой Flickr. Не знаю по какой причине. Honda, Gymnastic, Men's Book, Nudist Families, Interpret Photographs, Nudist Family, Yacht Woman, R2S. То есть вот эти все запросы привели на мою страницу, и они так или иначе увидели мои фотографии. H60, макротехнология, H60, мне 60 нет еще. Nudist Resort, Muscat, Чита. Видите, русскоязычный тег, запрос, да, был. У меня есть фотографии из Читы, Читинской области, и поэтому вот мои работы. Соответственно, был запрос, и из сколько там, 8 фотографий, которые у меня есть, кто-то пошел, искал то, что есть в Чите по Flickr. Может быть, из моих подписчиков кто-то, или может быть просто человек, который интересуется. Ну, так или иначе, он это сделал, да, дальше. Вот Москва 2022, видите, я делал такой тег, ну вот, 2 фотографии посмотрели именно по этому запросу. То есть вы видите, что люди смотрят, да, вот, например, бывает часто, когда приходит выбор техники, и тема техники во Flickr тоже развита. И один из секретов, если вы что-то ищете, или кто-то ищет, как вот, меня люди спрашивают, как вот посмотреть, как снимают объектив? Я там забиваю в Яндексе. Какой Яндекс? Вы где находитесь, друзья? Во Flickr вбиваете в поиск, вы получаете свежайшую фотографию, камера, которая еще не может быть официально, даже не вышла там. Я не знаю, там давайте Лейка. Лейка.